2100 год. Правительство обещало, что бункеры спасут всех. Они ошиблись. Спустя годы после взрывов радиация превратила планету в ледяной ад, а выживших в нечто ужасное. Мир, который мы знали, погиб под слоем радиоактивного льда. Мир, в котором раньше было тепло, дружелюбие, превратилось в зимний ад. Здесь нет еды, тепла, только холод. И те, кого он изменил. Страх, злость, обида и вечный голод. Единственный шанс выжить – использовать все, что есть под рукой. Смогу ли я продержаться или стану одним из них? Начало всего путешествия сразу же начинается с осознания того, что мне нужно как можно скорее найти где-то укрытие от холода. Только как туда залезть? Скорее всего по вот этим ступенькам, и у меня это получается. Здравствуйте. И надеюсь, мне здесь будет тепло. Я на это очень сильно надеюсь. Пока тепло мне не становится. Поняв тот факт, что в этом укрытии холодно, я начал искать что угодно в здешних бочках, дабы найти что-то, что может меня согреть. Найдя уголь и курицу, я зажег печь и смог немного согреться. Итак, что я вижу? У нас сейчас есть в руках палки, паутина и курица. Я не знаю, сколько здесь я смогу жить. Надеюсь, долго. Но пока у меня есть немножко времени, я могу немножко согреться и позабирать здесь всякие ресурсы. Их, конечно, здесь немного, здесь по факту факела, уголь и нитки, но также здесь есть курочка. Столкнувшись с главной проблемой отсутствия дерева, я принял решение немного разобрать эту вышку на дерево, заменив бревна на доски, дабы получить немного дерева. И теперь благодаря этому мы сейчас можем сделать меч. А благодаря уже мечу мы можем сейчас вот эту всю паутину здесь порасставлять и ее немножко добыть. Благодаря паутине, которую я начал ломать, я думал, что у меня получится сделать шерсть, а после сделать какую-то теплую одежду, которая хотя бы немного меня могла бы согреть. И да, у меня это получилось, но, увы, не полностью. Либо же, мы не можем создать нагрудник, но, скорее всего, ботинки мы можем создать, да. И шлем мы тоже создать не можем. Но почему? Потому что здесь нужна кожа. Нет, здесь нужна кожа. Да, осознав, что для создания полного комплекта теплой одежды нужно пару кожи, я решил сделать то, что могу, и пойти хотя бы немного надобыть дерева, дабы переночевать свою первую ночь. Я бы хотел, знаете, что сделать? Я бы хотел сделать костер. Я понимаю, что, скорее всего, это будет, конечно, фатальная ошибка, но попробовать не стоит. А нет, все-таки стоило было. Просто я боюсь, знаете что? Я просто боюсь того, что у меня этот костер может сжечь мой дом. И если он это сделает, а у меня дом из дерева, значит он может сгореть сразу же. Я надеюсь, этого не произойдет, поэтому я могу поспать. Ой, доброе утро. Что же, друзья, сейчас я вам предлагаю сделать кирочку и пойти добыть свой первый камушек. Верно. Пойти добыть камень было верным решением. Взяв костер и сделав кирку, я отправился на какие-то намеки пещеры, дабы там добыть немного камня. Но перед этим я решил заглянуть в соседние здания, которые рядом со мной. Возможно, мне получится там найти какое-то первое пропитание, либо же ту же самую кожу. Мне сразу же автоматом становится холодно, я это понимаю. Здесь есть печка, кстати, которую я могу добыть, отлично. Куча ящиков, грузовой ящик какой-то, в котором что-то есть. Перья. И ящик с оружием, в котором 5 медных слитков. Вообще хорошо. Железо и гаечный ключ. Это будет получше моего
меча. Давайте пойдем наверх, глянем, что здесь. Тут очень много снега. Что у нас здесь? Ткань есть, лента есть. А что я могу сделать? Грузовой ящик, из ткани, полицейский щит. Кстати, тут еще есть ящик с едой, свекла. Дубина! Кости, книги и перо, кстати, вообще хорошо. Бинт, газировка. И вроде бы все, вроде бы это здание абсолютно полностью пустое уже. А нет, смотри. Туалетная бумага, которая ни для чего не нужна. Зато кости и лента есть. Это здание как будто бы жилое, потому что, видишь? Ну... А нет. Может и нет. Скорее всего нет. Да, я слышу там зомби внутри. Да, смотри, реально здесь зомби. Это плохо, потому что я понимаю, что... Да, данных зомби здесь много. Здравствуйте. Что подскажете, что расскажете? Куча ящиков. И что же, сломав все ящики, которые здесь были, у меня получилось добыть отличную еду на первое время. Но столкнувшись с тем, что у меня еда портится, мое настроение тут же поменялось. О нет, это плохо. Ладно, здесь больше ничего нету, я так понимаю. Можно возвращаться наверх. Что же у нас еще здесь есть? На улице пока еще не вечереет. У нас возле нашей сторожевой башни еще был где-то вон там домик, если я не ошибаюсь. Вроде бы. О, это было сейчас опасно. Да, вон он. У нас на улице еще не вечереет, значит можно сходить быстренько, так аккуратненько, так быстренько туда. Отлично. Мое решение казалось очень даже не зря. У меня получилось раздобыть очень много чего полезного. Коптильни, еду, семена. Но самое главное, ту самую кожу. Кожа! То, что надо. То, что надо. Сломанные часы. Не знаю зачем, я их пока выложу. Ульи, кстати. Благодаря ульям мы можем, кстати, воссоздать себе ферму. Вот еще куча всего. Кстати, консервированные банки. Ну и вроде здесь прям чего-то сверхъестественного я не замечаю. Но, скорее всего, отсюда можно спокойно валить. Вернувшись домой, я принялся за выкладкой всех ресурсов, найденных в домах. А также, подумав, сделал железную кирку. И самое главное, реализовал недостающий комплект теплой одежды. И сейчас мне станет гораздо лучше. Прям ой-ой-ой, как гораздо лучше. Это прекрасно. На улице у нас уже ночь. Пока что я спать не могу. Окей, значит, что у нас сейчас по ресурсам? На данный момент у нас есть, во-первых, еще одна печка, кстати. 4 коптильни, вот они у меня. Также у нас есть куча еды. Правда, нам нужно кушать желательно ту, которая начинает потихонечку портиться. Ведь если мы этого делать не будем, у нас с этим будут возникать трудности, потому что у нас, скорее всего, на следующий день она уже станет непригодна к эксплуатации, да, то есть условно консервированный лосось, да, и консервированная говядина, возможно, ее мы сможем кушать всегда, потому что она консервированная. Угу. Окей, значит, что я тогда предлагаю? Скорее всего, на следующий день мы, знаете, что попробуем? Мы попробуем добыть камни, это 100%, и также мы попробуем добыть немного дерева. Представьте, 30 тысяч лет назад, Сибирь, минус 40 градусов, вокруг вас лишь ледяная тундра, где нет ни одного дерева, без огня вы погибнете через пару часов. Что вы будете делать? Обычный кремень на морозе бесполезен, поэтому древние люди использовали пирит, огненный камень с железной рудой. Один удар ножа о пирит, и вы получаете фонтан мощных горячих искр, от которых загорается сухой мох. Но чем топить костер среди снегов? Люди использовали поразительную технологию, они жгли кости мамонтов. Губчатая кость, пропитанная подкожным жиром, горит сильнее и дольше любого дубового полена. Чтобы не рисковать на ледяном ветру снова, огонь забирали с собой. Тлеющий уголь прятали в полный оленей рог, обмазанный изнутри глиной. Без кислорода уголь спал сутками. И на новой стоянке вам оставалось лишь достать его и раздуть. Именно так с помощью куска руды, костей мамонта и оленевого рога люди покорили ледниковый период. А вы бы смогли выжить так хотя бы день? Ой, доброе утро. И вопрос. Я вижу вон там какую-то структуру. Это структура из криейта, кстати. Там очень много всего из криейта будет. Также мы были вот здесь. Мы были вот тут. А вот здесь мы еще не были. Хотя вон там есть сундучок. Также у нас вон там много деревьев есть. И вот здесь есть много деревьев. Я вам предлагаю, да. Я сейчас вам предлагаю, как поступить. Я вам сейчас предлагаю спуститься. Нас, скорее всего, уже холод брать не будет. Опа! Тихо. О, нет. Ай-яй-яй.
Так, и знаете, что бы я хотел? Я бы хотел как-то попить, наверное, потому что у меня сейчас начнет уже зрение мутнеть. Мы, наверное, можем сейчас... Да, мы это можем сделать. Да, после того, как я выпил воду, я наконец-то добыл свой первый камень. И немного заигравшись, понял, что здесь мир устроен очень сурово. Я столкнулся с гравитацией. Скорее всего, да, случится обвал. Блин, а как этот обвал можно так, знаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я тебя понял. Возможно, мы можем просто делать это все благодаря обычным дереву. Ну, просто обычными деревянными блоками мы сможем делать себе опору. Значит, сейчас я вам предлагаю подняться обратно, сделать себе каменный топорик и пойти добыть немножко дерева, потому что дерева у нас реально очень мало. Перед тем, как я решился пойти добыть дерево, я позаботился о более важной проблеме – еда. Я подумал, что может еда в здешнем мире будет расти как обычно, и после посадки семян все-таки пошел добыть немного дерева. Решился все-таки. Зомби начали уже выходить со своих помещений. Значит, нужно как можно скорее бежать домой, потому что будет очень плохо. О, да-да-да-да-да-да, я уже вас слышу, прекрасно слышу. После того, как я вернулся домой, переплавив ранее добытого песка, я реализовал бутылочки, дабы набирать туда воду и пить. Но после я понял, что я могу реализовать флягу. Блин, ну нам желательно реализовать, но у меня нету железа, еще одного буквально. Блин, плохо. Могу ли я поспать? Да, могу. Тогда всем спокойной ночи. Ой, доброе утро. И утро у нас реально доброе, ведь у нас сейчас все хорошо относительно, но у нас загнило что-то, я так понял, что-то у нас загнило. Значит, какой у нас план на данный день? План у нас на данный день добыть как можно сейчас больше дерева. Пока у нас на улице довольно мирно, довольно спокойно, я вам предлагаю как можно сильнее к этому подготовиться. И... О, овечка! Я был очень рад, реально. Нахождение овцы в этом мире очень большая редкость, и мне несказанно повезло. Но я про нее успешно забыл. Но ничего, все равно я занялся полезным делом. Добыл дерево, убил парочку зомби, посмотрел ближайшие структуры и нашел там то самое железо, которое мне надо было для создания той самой фляги. Железо, уголь, факелочки. И чередейская книга на приманка 2. Вот это очень хорошо. И при этом еще здесь куча разных семян, которые я уже вам предлагаю, во-первых, возвращаться домой, так как у нас уже вечереет, а во-вторых, мы благодаря этим семенам можем получить очень много культуры, которую мы сможем впоследствии вырастить и ею питаться. И плюс ко всему мы можем еще, ну, скорее всего, размножать наших животных, то есть получать немножко провинции. Давайте мы посадим сейчас все абсолютно семена, которые у нас есть, от А до Я. И все. Думаю, то, что пора возвращаться, только перед этим я бы набрал сейчас немножечко воды. Все, теперь можно возвращаться, потому что мобов уже становится очень много. Немного погодя, я наконец-таки сделал флягу и с хорошим настроением улегся спать. Ой, доброе утро. Что у нас на улице? На улице у нас... Ну, пока не настолько жесть, конечно, пока мобов очень мало, но... уже относительно неспокойно. Давайте также сейчас мы сделаем сундучок. Я уже давно хочу его сделать. И поставим куда-то... Вот так поставим. Вот. Потому что сюда я могу поскладывать абсолютно все прикольчики, которые у меня есть. Но сейчас я вам предлагаю, смотрите, что сделать. Так как у нас случаются обвалы, это значит только одно. Скорее всего, нам нужно делать попорки. Либо же искать какую-то свою шахту, в которой мы сможем как-то добывать ресурсы. Конечно, идея была хорошая, но я решил отложить эту идею на некороткий срок и отправиться на маленькую вылазку, дабы найти себе больше полезных ресурсов. И да, такие были. Жидкостные баки из крейта. И после того, как я еще нашел вышку, кое-что произошло. И произошло очень неприятное. О нет, надо бежать домой, надо бежать домой, надо бежать домой, надо бежать домой, надо бежать домой. Срочно бежать домой. Очень срочно бежать домой. Вы бы знали, что это значит. Это очень плохие вести. Вот они. Быстрее домой, 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 наверх, 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 наверх. Ай-яй-яй-яй. Они просто даже знают, где я. Так, а где заспавнилась Орда? Вы не представляете, как мне сейчас страшно. Появилась Орда, но где? Я ее нигде не вижу. А, вон она, смотри. Ема. Вон там Орда.
Это была самая напряженная ночь. Зомби, холод, жажда, голод. Все это меня беспокоило. И еще что самое главное, я даже поспать не мог. Ночью, размышляя, что я хочу сделать, потихоньку наступало утро. Но лучше бы оно не наступало, ведь все стало еще хуже. Патроны? Да ну! Я не верю, реально? На улице началась буря! Смотри! Это, друзья, очень плохо. Вы просто не понимаете, насколько. Поспать я не могу. Эта буря сейчас нам так все заметет. Это будет фатально, ну ладно. Да, к буре я отнесся относительно спокойно. Не знаю, что меня ждет на самом деле. Со своим оптимизмом я стал дальше думать, что же можно такого сделать, сидя на вышке. И решился на кое-что интересное. Реализация своей шахты. Да, без обвалов. И, кстати, смотри, здесь есть медная руда. Опа, здравствуйте. А вот это что-то интересное. Железо! Здравствуй! Спокойно! Я забыл! Извините! Не надо было так резко делать. Можно было хотя бы предупредить меня об этом. Так, смотри. Скорее всего, да. Если я поставлю здесь булыжник, он обвалится. Уголь. Немного поблуждал по шахте, добыл немного ресурсов, и у меня еда закончилась. Поэтому решил я немножечко вернуться домой. Но перед этим рубрика «Интересные факты». Как люди раньше добывали руды. Представьте, в древние времена ни лопат, ни буров, у вас есть задача добыть медь или железо, скрытые в твердой скале. Что вы будете делать? Сначала нужно найти руду. Люди искали яркие отметины на камнях, зеленые или голубые потеки. Это окислившаяся медь. Знак, что внутри сокровище. Но как сокрушить монолит гранита? Древние рудокопы использовали смертельный тандем стихий. Огонь и лед. У подножия стены вы разводите гигантский костер. Когда скала раскалялась до красна, вы резко выливали на нее сотни ведер ледяной воды. Раздавался оглушенный треск. От перепада температур прочнейший камень моментально покрывался глубокими трещинами. Теперь время тяжелой работы. Вы берете каменные молоты, валуны на рукоятках и начинаете бить по растрескивающейся скале. В тесных, темных и душных шахтах при свете факелов люди продвигались по сантиметру в день, сокрушая горы ради нескольких килограммов металла. Именно так, с помощью костров, ледяной воды и каменных молотов, люди пробили дорогу из каменного века в железный. А вы рискнули бы спуститься в такую шахту? Давайте поднимемся наверх. И на улице все равно буран. Ты серьезно? До сих пор? Ладно, мне ничего не оставалось, только возвращаться в свое укрытие. И немного подумав, решил, что мне мало ресурсов. И можно сделать больше кирок и отправиться на еще одну вылазку в пещеру. Вот об этом я и говорил. Вот об этом, да. Может обвалиться шахта, да. А горячий напиток, согревающий, кстати. И он еще по полсытости генерирует. Но такое себе, но ладно, полсытости нам сейчас очень сильно спасет, потому что нам сейчас нужно искать где-то отсюда выход. Либо найти вот что-то типа наподобие вот этого. Ну я здесь, кстати, был. Я угадал, отлично. Да, после очередной вылазки в пещеру я решил, что пора заняться домашними делами. И я немного начал обустраивать свое убежище. А также решил сделать свое первое огнестрельное оружие. Вау! Пистолету! Патрону! Так, я забыл, как делать 9 Чтобы нам это реализовать, нам нужно сделать верстак для сборки боеприпасов. А это делается, относительно не тяжело. Так, верстак для сборки боеприпасов. Вот так он выглядит, довольно простенько. И чтобы нам реализовать эти патроны, 10 меди и 2 пороха. У меня 20 меди есть. А вот порох у меня отсутствует. Блин, я его все это время выбрасывал, да? Сахар, кремень и древесный уголь. О, кстати, 2 сахара есть, древесный уголь есть, а кремень вот лежит. Раз. И вот здесь мы сейчас сделаем, смотри, вот 9 Вот 9 Раз. Во, полтинник патронов. Ой, хорошо как. Кстати, а есть какой-то рюкзак, интересно? Кстати, он и делается довольно легко.
У меня все для него есть, а ну. Нажмите И. О, реально. И тратится по одному уровню на открытие. Смотри, видишь? А вот это что? Alchemist Bay. 10 уровней стоит. Дорого. А если я сюда еду сложу? Интересно, она будет у меня здесь портиться или нет? Как вы можете заметить, я сделал много чего. Рюкзак, патроны, все, что надо для выживания. И после этого я решил немного утеплить свою вышку, сделав бойлер, дабы было бы хотя бы немного теплее. Так, бойлер. Сюда, скорее всего, нужно запихнуть угля. Нам, подожди, я прочитал, нам вроде бы надо сейчас запитать как-то данный бойлер. Да, вот. Работает, отлично. Нам здесь становится потеплее, реально теплее нам здесь становится. После таких хороших новостей я решил, что пора заняться едой. И из-за бури я решил перенести свои растения под вышку, дабы они росли там. В тепле хотя бы будут. Капусты немножко размножим. Потом немножко томатов и... Ага, у меня закончилось все. Прекрасно. В любом случае мы в будущем увеличим эту ферму. Гораздо сделаем ее больше. У нас сейчас, видишь, 22 земли есть в арсенале. Да, буран на улице так и не прекращается. Нам в любом случае нужно будет на вылазку идти за деревом, желательно даже в этот день. Нам, знаешь, что желательно надо? Мы можем же выловить все. Отличная идея посетила мою голову. Так как в обычных животных здесь редко найдешь, я решил, что можно реализовать место, где я смогу наловить рыбы. Особенно, что здесь есть мод, который улучшает рыболовство. Во-во, плывет. Да, сырая треска! Это прекрасно. И мы сейчас на костре можем ее пожарить. Да, хорошо. Хоть что-то за последнее время меня реально порадовало. Я смогу наконец-то нормально поесть. Я смогу наконец-то нормально почувствовать белок в своем организме, а не исключительно фрукты или овощи. Да, моему счастью не было предела. Я подумал, что можно сделать АФК-рыбалку, дабы наловить гораздо больше рыбы. И у меня это получилось. Вот, смотри. Пожалуйста, тропическая рыбка, которую, к сожалению, ничего здесь нельзя, но можно голубцы сделать. Фу, ну что же, профокашлял я очень долго, и да, как мы можем заметить, у нас много рыбы на данный момент уже протухло. Но при этом много есть еды, которая не протухла, которую мы можем даже разделать, да, наверное. И давай, у меня треска загнила, ну ладно. Ага, значит у нас что по итогу? У нас 16 ломтиков сырой трески, 46 филе сырой рыбы. Еще, кстати, у нас щука есть. Тоже можно сделать. Да, вот 58 сырого филе рыбы и 16 ломтиков сырой трески. И что же я предлагаю? Так как у нас сейчас есть много филе, я вам предлагаю в шахту сбегать, накопать много ресурсов, потому что пора, я думаю, уже это сделать. Также я, наверное, сейчас сложу вот сюда эти предметы. Пусть они здесь будут. Все, у нас есть фляжка с водой. Отлично, рыбка у нас переплавилась. Это значит, что мы можем отправляться уже спокойно, находить очень крутые вещи. И знаете, что я сейчас вам предлагаю? Я предлагаю сейчас не останавливаться только на заброшенной шахте. Я вам предлагаю еще пониже спуститься. Верно. Я решил спуститься еще ниже, накопать прям очень много полезных ресурсов, ведь лишними они явно не будут. Но тут я с кое-чем столкнулся. О, кстати, смотри, здесь очень много кальцита. А знаешь, что это может значить? То, что мне становится гипер холодно. Золото, друзья! Золото это очень хорошо. Радиоактивная руда, кстати, еще здесь есть. Вот это внезапно сейчас. Но знаете, что, смотри, я заметил? На высоте меньше нуля мне становится гипер холодно. Я не могу там находиться. И да, к сожалению, попасть на высоту меньше нуля была очень опасной затея. И я решил, что пока повременю с этим и накопать ресурсы там, где могу. В эту сторону будем копать, только главное понимать, что вот такая вот ситуация может случиться очень легко и очень просто. Мне очень повезло, ведь в пещере я смог найти очень много полезностей, в особенности свои первые алмазы, которые я сразу же спустил на алмазную кирку и топор. Так как у нас сейчас на улице день, я вам... Блин, я не знаю, успели я туда сбегать. Хотя смотри, мы можем сбегать вон туда, да? Я сейчас просто как хочу поступить, я сейчас хочу быстренько сбегать вон туда. У меня же спальный мешок дома, понятно, я его дома забыл, отлично. Я просто хочу сейчас пробежаться туда.
проблема. Чувствую, я сейчас пожалею. Ой-ой-ой, беги. Беги. И нам бы сейчас желательно вот это вот начать добывать. Да, я хочу сейчас пробежать к вот этому вот месту. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, кстати, вот насчет того, то, что там... Ай. Вот насчет вот этого, жалко, конечно, его убивать, но ладно, придется. Ай, холодно, 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 нормально. Так, окей. Воу, 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 тихо, тихо, молодой. Ты чё, придурок? Ты чё делаешь? О, ты еще больно бьешься, очень больно бьешься. Вот лестница, давай, 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 поднимайся, 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 поднимайся. Страх. Это единственное, что я чувствовал в тот момент. Боясь за свою жизнь, я поднялся на вышку, заперся там и решил ждать в ней до самого утра. И не зря, ведь тут кое-что произошло. Ну ладно, чё уж тут делать. Стоп! Подожди. Подожди! Я тебя правильно понимаю? На улице больше не идет буран. Все успокоилось. Наконец-то все зомби горят. Ура! Я был на высоте от радости. Наконец-то, спустя столько времени эта буря закончилась, и мои возможности распахнулись прямой дорогой, и я тут же незамедлительно начал действовать. Я начал добывать деревья. Также решил, что нужно погулять немножечко и попробовать найти что-то интересное. И не зря. Опа. Обсидиан, который я могу еще и добыть, кстати. Мне что-то кажется, то, что здесь была раньше лава, но данный обсидиан мне бы сходился бы на самом деле. Но мы здесь в Незера попасть не сможем, как в обычном Майнкрафте, это сразу же я вас предупреждаю. Здесь понятия Незера нету, то есть тут Незера нету вообще, то есть все предметы, которые здесь... Опа, здрасте! Вот и лава, вот и добрый вечер. А вот та самая лава, о которой я говорил. Ха. Это я, кстати, скорее всего смогу даже с лавой ходить в глубинный сланец уровень. Мне кажется, то, что это тоже вполне реализуемо. О, привет. Немножко дерева, спасибо. Одним обсидианом я не ограничился и стал дальше бродить по миру в поисках чего-то интересного. Но пробежав довольно много, так мне найти чего-то не удалось, поэтому я просто вернулся домой. На следующий день у меня родились грандиозные планы. Попытаться возвести большую стену вокруг моей вышки, дабы увеличить количество, во-первых, продовольствия, а также обезопасить свой выход на улицу. 10 на 10. Отлично, я думаю, что мы с этим справимся. И нам бы разобраться насчет фермы, кстати. Потому что мы можем сейчас же в теории реализовать лопату, а то и не одну, кстати, еще. И пойти все расчистить. Просто знаете, в чем проблема? Я боюсь насчет того, что вот условно я сейчас расчищу все. Да, ну, условно. Если я все расчищу, ну, какова вероятность, что на следующий день начнется буран? Вот и я тоже. Никто не знает, и я не знаю. Поэтому вероятность того, что он начнется на следующий день, 50 на 50. И это меня как раз таки не радует. Кстати, смотри, как уже растаяла машина. Погрузившись в размышления, все-таки я решился увеличить количество растений и возвести ферму немного побольше. Далее, свеклом, без этого никуда. И капуста 100%. Вот эти топ-3 продукта, которые мы будем выращивать всегда. Ну и, соответственно, сюда желательно морковку посадить. Вот, и совместно с... Где оно? Вот у меня пшеница. С пшеничкой, потому что давно пора уже, я думаю. Все, нам. У нас наконец-то начинает расти адекватный урожай в большом количестве. Вот так вот теперь у нас домик выглядит. Ни хрена себе, да, я думаю. Да, нам осталось лишь что? Нам осталось лишь расширяться и начинать изучать наконец-таки моды. Да, моды здесь тоже можно изучать, а именно Create. Пора начинать распахивать, пора этим явно заняться. Да, здесь есть всеми любимый Create, поэтому, дабы мне точно хватило на него ресурсы, я отправился в ближайшую шахту, дабы накопать довольно много всего, ведь вы знаете сами, для Create нужно много ресурсов. Хорошо, смотри, я хочу немножечко Create начинать изучать, потому что нам надо дерево. Для того, чтобы нам получить дерево, нам надо пила. Вот такая вот штучка нам нужна, и не одна, а штучек, я не знаю, ну, блин, сколько? Хотя бы 5. Для этого нужен механический пресс, для этого очень много железа, а тут вот самая главная проблема. Это андезит. Цинк у нас, слава богу, имеется, я его добыл тоже не слабенько так. А в остальном, да, у нас все отсутствует.
Осознав, что мне для разработки первой фермы, а именно дерева, нужен андезит, я понял, что у меня его не хватает. Поэтому пока что я отложил эту идею и нашел кое-что гораздо лучше. Здрасте, вы кто у нас? Ты амбар у нас. Очень много я слышу куриц? Здравствуйте! Вы мои красавцы, здрасте! Коровка есть, курочки есть, кони есть. Как же это прекрасно! Да, это была самая лучшая новость за последнее время. Я нашел животных в амбаре. Но что может быть еще лучше? Да, конечно, это очень круто, но пока что мне их пока некуда, к сожалению, привозить, поэтому пока что они остались в этом же амбаре. Давай тогда сходим куда-то еще в эту сторону. Я вижу то, что здесь есть вот эта башня. Я не думаю, то, что от нее есть какой-то смысл. Если я не ошибаюсь, там толком вообще ничего на самом деле нету. А вот здесь тоже ничего такового нету. Здесь просто максимум могут быть кирпичи, но и то вероятность в этом очень крайне мала. Поэтому сейчас мы просто так побегаем вдоль берега, так скажем. Да, мне не хватало припасов. Да и тем более, кто знает, когда и насколько будет следующая буря. Поэтому пока есть на то возможность, я исследовал все в округе, дабы находить все возможное. Смотри, что я вижу. Я вижу там вон вышку. Я вижу вот это. Это, кстати, create структура. Вон туда я бы точно сейчас сбегал. Далее у нас что еще есть? Ну, больше прям такого чего-то ваушного я не замечаю на самом деле. Нет, я замечаю что-то очень ваушное. Представьте себе, вы в заброшенном зимнем холодном мире, и тут вы находите просто гигантское, к сожалению, ныне заброшенное здание. Это была настолько хорошая новость, ведь там могли быть очень полезные ресурсы, возможно даже жилые люди. Но, к сожалению, на эту ночь припала орда, поэтому, дождавшись следующего утра, я отправился туда. То есть, смотри, помимо того, что там есть вот эта структура, еще есть вот эта структура, а еще есть вот эти две. Я не знаю, насколько там, конечно, много лута, но... А, еще и вот эта структура есть какая-то, смотри. Я, правда, не знаю, насколько там будет много лута, но, надеюсь, много. Тем более, сейчас мы всякий лут складем сюда, и я думаю, то, что там лута будет прям до хрена. И не зря я так думал. Во-первых, я нашел мельницу из крейта, и там я нашел очень много полезных механизмов, а самое главное, паруса ветряной мельницы. И да, мы ее будем использовать для себя. Но также, не поверите, но я нашел... Деревня! Это деревня! Да, я же не глупый. Это... Подожди, так, давай спускаться. Всякий мусор выкладываем. Окей, деревня там есть. Не, подожди, давай сначала в деревню сбегаем. Там будут живые люди. Здравствуйте. Есть кто живой? Да, нет. Или да? Сомнения присутствуют, но да, это жители, но стражники. Меня эти качели быстро доконают. Обычных жителей здесь не оказалось, только какие-то стражники. Я сомневаюсь, что они будут работать как обычные жители, поэтому развернулся и ушел. Ладно, здравствуйте. Здание находится в аварийном состоянии, можно так сказать. Прям очень в аварийном, но есть сундучок, смотри. Здрасте, сырая курица и больше так ничего-то и нету. Блин, здесь все абсолютно обваливается, глянь. Нам бы наверх забраться, я чувствую, наверху что-то будет очень вкусное. Блин, ты смотри, здание рушится. Давайте сейчас попробуем подняться. Я не знаю, насколько это будет, конечно, хорошая сейчас идея, но попробовать никогда не значит проиграть, правильно? Ха. Поверив в себя, я попробовал подняться, но, к сожалению, у меня ничего так и не вышло. И я решил заглянуть в ту самую многоэтажку. Смотри! Здрасте! Куча печеного картофеля, кстати, спасибо. Пузырьки опыта. Лишним не будет. Котел с водой. Что здесь еще есть? Бумага, кремешек. Но самое главное, вот. Окей, я слышу зомби. Наверное, мне наверх, да? Да, видимо, мне наверх, и, видимо, я пришел, так скажем, по адресу. Помнишь, мы находили недавно амбар с животными? Я думаю, ты это помнишь 100%. О, кстати, здесь лестница адекватная есть, будем знать. Мы сможем
себе приручить коня. А благодаря этому коню мы сможем спокойно бегать по миру, исследовать его. Это прям, кстати, хорошая находка, я бы сказал. Пошли выше. Очень много шерсти, кстати, здесь есть. Здесь, видимо, кто-то решил недолагерь сделать, чтобы было ему потеплее, видимо. Оу, здрасте, здрасте, здрасте. Тут я видел спавнер. Вот! Тихо! Воу! Воу-воу-воу-воу, молодые! Тихо, 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 тихо. Это плохо. Зомби. Буквально на каждом шагу я их встречал. По ресурсам не сильно тут было богато, но самое главное, что мне здесь удалось найти, так это книги и хотя бы какую-то еду. Все, я на самом верху. Но мне даже не спасает уже это. Все, мне уже все. Меня это уже никак, увы, не спасает. Наверху я, внизу я. Ой, друзья, все оказывается хуже, чем я думал. Я могу поспать, окей. Мне сейчас станет теплее. Отлично, мне сейчас станет теплее, но теперь главный вопрос. Как мне спуститься вниз? У меня есть один и единственный вариант, как отсюда можно спуститься. Это с помощью... Это с помощью чего? С помощью воды. Это мой единственный выход. Мы сейчас выпиваем ведро молока. Сейчас мы немного согреемся, мне станет полегче немножко. И сейчас просто мы прыгаем, пока вода у нас течет, пока она не заморозилась. Мы сейчас просто возьмем и прыгнем в самый низ. А сделать мы уже можем это прямо сейчас! Фу. Я жив. Не, ну я считаю, это был самый эмоциональный прыжок в мире, не так ли? Ну, а если быть честным, то больше ничего полезного я здесь не нашел. И без воды, еды я отправился как можно скорее домой. Фу, что же, давайте мы сейчас сделаем сундучки для механизмов исключительно из крейта. Ай, ну вот, просто хоп, сразу же сделать. Да, закат ночи. Слава богу, мы успели, слава богу. Потому что если бы мы не успели, это было бы фатально. Окей, значит, что у нас выходит по итогу? У нас по итогу очень много полезных ресурсов. Во-первых, кстати, мне здесь довольно тепло. Именно так. Смотри, что нам надо сделать? А, ну нам нужно дерево. Чтобы там начать, нам надо дерево. Чтобы тут начать, нам надо андезит. Тогда я вам предлагаю сейчас пойти подобывать андезита, раз уж мы не можем пойти подобывать дерево. Я вам предлагаю пойти подобывать андезита для того, чтобы сделать очень много андезитовых сплавов. Да, на будущее явно лишним не будет. Но не знаю, где он, правда, у меня здесь есть. И если он вообще здесь где-то у меня. Да, помните ту самую идею добыть андезит? Так вот, время пришло. Спустившись неглубоко в свою дыру, я нашел большое скопление андезита. И со всем энтузиазмом я начал его добывать как можно больше. Но с малой осторожностью, не забываем про обвалы. Стак андезита есть. Хорошо, давай тогда поднимаемся наверх, попробуем, сколько у нас получится. У нас получится полстака сплава, да? Мы с помощью данного полустака можем сделать много чего на самом деле, потому что у нас много чего уже есть. Энергию мы сможем получать, так как у нас есть вот подшипник ветряной мельницы. То есть мы сможем доставать энергию, да, так скажем. У нас будет на то возможность вращения. Далее у нас есть дробильные колеса. Это уже плюс. Жорнов так себе не сильно полезен, но в остальном, да, нам надо будет просто для условно тех же самых, ну я не знаю для чего можно использовать, для пил. Нам надо андезитовый корпус, куча железа, которое у нас уже есть, и механический, кстати, еще пресс нам нужен будет 100%, один всего лишь. Ну да, то есть у нас всего хватает, нам нужно лишь только пойти немножко дерева добыть. Все, в остальном у нас уже все есть. Итак, идеи поставлены, план есть. Что же может пойти не так, спросите меня? А я вам легко отвечу. Вот что. Да ну! Буря началась! Ты прикалываешься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это гипер... Это катастрофа. Что с моими посевами сейчас будет? Они перезимуют этот момент или нет? Ну что, вот, смотри, снег уже пошел. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой-ой-ой, это плохо. Окей, план каков. Тогда сейчас мы быстренько спускаемся и летим за ламинарией. Я, конечно, думаю, что это сейчас моя фатальная ошибка будет, но вот здесь они утонут. Я здесь сейчас могу... Ага, утонут. Зомби тоже не тупые.
Живем, как говорится, один раз. Причем, это правда, живем лишь один раз. Мы сейчас забегаем на океан и делаем очень и очень страшную штуку. Мы идем под океан и добываем ламинарию. Все? Все? Фух. Буря. Вот что могло пойти не так. Планы все рухнули сразу же. Ведь для начала креейта, и не только для креейта, мне надо было большое количество дерева, которого у меня вообще не было. Поэтому, отложив на некоторый срок эту идею, я пошел наловить немного рыбы. Вторая глава. Наступила та самая эра, когда пришло время заняться своими первыми механизмами. Начинать потихоньку двигаться в эру шестерней, водяных колес и стальных прессов. И первое, что я хочу сделать, это 100% бур. Это 100% бур, но для него нам надо, не помню, как называется этот механизм, вот, автономный активатор. Дело в том, что здесь нам потребуется латунный лист, а латунь это у нас вот здесь делается, видишь, горелка всполоха. Здесь нужно медь и цинк. Но, допустим, да, медь и цинк у нас-то есть, а горелка всполоха у нас, к сожалению, отсутствует. Ведь для ее создания нам потребуется, во-первых, огненный стержень, во-вторых, пустая горелка всполоха. Окей, здесь Незерак, с этим проблемы, не должно возникнуть, потому что у нас есть магма, которую можно просто водой залить, и у нас получится Незерак. Окей, а насчет того, что нам нужен огненный стержень, есть беда покрупнее, потому что нам нужно сделать вот сразу же 3 шага, и в первом шаге будет лава, вторая тоже лава, и третий пресс. Да, и причем то, что нужно угольный стержень использовать, а здесь целый угольный блок нужно использовать. Это тоже, друзья, проблема, потому что угля у нас не так уж и много, но ладно. Да, для создания своей первой машины, а именно бура, как оказалось, мне надо очень много чего. Поэтому пока эту идею я отодвинул подальше, решив сделать что-то более легкое и нужное. Знаешь, давай сделаем сейчас 2 больших колеса. Есть. Ну и также нам надо будет взять ведерко, для того, чтобы все это как-то делать. Погнали вниз. Чё уж тут. Погнали вниз. Будем что-то ночью пытаться пробовать. Я не знаю, получится ли ночью сейчас это все сделать. Мне кажется, будет, конечно, фатальная ошибка. Ты мразь тупая! Ты как сюда зашло? Как же я? Фу. Ой-ой-ой, вот это он сейчас меня не жданул внезапно, конечно. Вот это было сейчас прям, да. А смотри, что нам надо? Для начала нам нужно поставить 2 водяных колеса. Я думаю, то, что они будут стоять, да, прям вот здесь. Потому что почему бы, собственно, и нет. И также теперь им нужно придать вращение. Давай, ставим сюда. Все, у нас пошло вращение. Кстати, еще причем с 2 сторон. Это очень хорошо. Я сюда поставлю факел, чтобы на всякий случай, чтобы вода у меня не заржавела. Ну, не заржавела, не закаменела, не заледенела. Вот. И давай, я не знаю, давай, наверное, штучек 15 отправим на долбление. Блин, это, конечно, будет долго. Первый бонг за нашу сборку. Ну, кстати, у меня есть пару с ветряной мельницы. Мы же можем ветряную мельницу забабахать, точно. Осознав, что водяные колеса полное говно, я решил соорудить свою первую ветряную мельницу, в надежде на то, что она будет выгоднее и быстрее. Вот. Сейчас, если мы ее включим, вот, 1500 уже можно мощности подкинуть. И вот, как ты можешь заметить, теперь это гораздо лучше выглядит и гораздо лучше работает. Давай поспим. Не могу, потому что монстр. Да, тогда домой пойдем поспим сейчас. Ой, доброй ночи. Ой, это самое, вот так. Доброй ночи. Ой, доброе утро. Да. Здравствуйте. И что у нас? Буря прошла. Друзья, буря прошла. Бури нету больше. Ура! Хе-хей. На этот раз она, кстати, даже меньше шла, если я не ошибаюсь. Вроде бы сколько она шла? Всего лишь 7 дней? Неделю целую она шла. Счастье-то какое. Буря на этот раз шла меньше, и это была очень хорошая новость. Ведь теперь я могу пойти и добыть очень много дерева и заняться другими делами, не опасаясь погоды.
Но перед этим я решил дозакончить начатое, а именно настроить ветряную мельницу. И пока я это делал, я также сделал свой первый атлас, дабы хотя бы как-то ориентироваться в пространстве. Теперь если мы убираем, вот слева сверху у меня появляется теперь наконец-то мини-карта. И координаты теперь видны. Если мы хотим, чтобы добавить карт, нам нужно сюда просто добавлять карт. То есть мы просто закидываем карты, и у нас они будут отрисовываться по мере их активации. Все, мы все сделали, да, полетели. Валы есть, все есть. Сейчас наконец-то пойдет автоматизация креейта. Наконец-то. Ты давай мне тут не это самое. Во. Далее. Здесь мы ставим сейчас одну вертикальную и ставим сюда подряд спидометр и стрессометр. Вот, все, так сильно. Далее нам нужно как-то это все разогнать, потому что вот эта скорость, конечно, вращения 3 оборота в минуту, мне кажется, никому не устраивает. А чтобы это все сделать, нам надо что? Нам надо поставить сейчас одну еще вертикальную и сюда ставить шестерни. Шестерни нам надо много. Нам нужно сейчас, смотри, во-первых, куча валов. Сейчас мы делаем шестеренки обычные. После этого мы их должны увеличить с помощью дерева, да, то есть мы сейчас сделаем штучек 5. Вот, все, что получилось ровненько почти. Ставим сначала маленькую, потом... Точнее, сначала большую, потом маленькую, потом снова большую, потом маленькую. Только вот сюда куда-то. Потом снова большую, но снова маленькую. Вот. Правда, конечно, это выглядит как-то немножко несуразно. Все, можно идти проверять. Во, смотри. Скорость средняя, 48 оборотов. При том, то, что у нас нагрузка на сеть никак не изменилось, потому что пока механизмы еще не подключены. Со скоростью и вращением наконец-то разобрался. Теперь пора заняться механизмами. Первые и самые главные пойдут такие: механический пресс, механический смешиватель и также дозатор для создания незерака. Все, здесь можно закрывать, и для того, чтобы нам это реализовать, нам нужно что? Нам нужно для дозатора использовать депо, если не ошибаюсь, тоже. А депошка у нас делается с помощью корпуса и андезитового сплава. Окей. Да, но правда теперь нужно с этим разобраться. Потому что латунь по-другому никак не сделаешь. Нужно в любом случае горелку с полоха использовать. Черт. Не, ну, я не знаю. Ну, можно сейчас, смотри, можно попробовать проэкспериментировать. Если я сейчас возьму жидкостный бак и залью туда лаву, и попробую ее сломать, ну, точнее, не сломать, а взять с помощью ключа. Да, у меня баки-то есть, слава богу. Вот, допустим, ставлю жидкостный бак. 8000 сюда вмещается, то есть нам нужно 2 полных жидких бака. Я закидываю сюда... Ага, вода сюда еще и просто так не закидывается. Ага. То есть нам нужно идти к ближайшему источнику лавы, абсолютно там все выкачивать с помощью помпы, которая, кстати, у меня есть, слава богу. Просто если, окей, если, допустим, нужно будет лишь высосать жидкостный бак, если его сломать, там будет лава внутри, окей, ладно. Вы можете использовать чаши, осушители предметов и дозаторы для опустошения или наполнения. Вот, да, во. Мне надо создать какую-то штуку. Вот она, осушитель предметов. Ну она и делается, кстати, довольно просто. То есть мне нужно просто создать сейчас прутья. И вот готов осушитель. Теперь, условно, я сюда закидываю воду. Ой, лаву. Вот, пожалуйста. И теперь с помощью той же самой механической помпы я могу это все высосать в данный вот бак. Вот. Оно высасывает. Высосало. Вот здесь лава. Теперь я его забираю. И он у меня пустой. То есть так это не работает, да? Угу. Очень плохо, я бы сказал. Просто у меня и варианта как... сегодня Орда ночью. Твою налево. Еще сегодня не пойдем уже никуда. Надо ждать дня. Новости, конечно, не очень хорошие. К сожалению, то, на что я надеялся, не оправдало своих ожиданий. Придется действовать, как я и думал, идти к источнику лавы и делать огненные стержни именно там. Но на следующее утро, разумеется. С Ордой видеться как-то не хочется. Для питания водяные колеса есть, угловые передачи есть, вода есть. Сейчас желательно лаву, правда, хотя лаву там же я наберу. Все, да, можно отправляться, мешки есть, еда есть, вода есть, погнали. Вроде я ничего не забыл, правда, сейчас еще пресс надо забрать. Вот оно, да.
Погнали! Смотри, я помпу забыл. Мы сейчас берем, ставим сюда трубу, прям вот так, и ставим сюда, да где-то я не знаю, да хоть сюда можно помпу влепить, на самом деле, там без разницы. Все, лава по сути должна сюда начинать закачиваться потихонечку, наверное, да? Ну да, вот видно то, что лава идет, во, пошла лава и туда, и туда. Я не знаю, правда, сколько здесь лавы высосется отсюда, надеюсь, как можно больше, но посмотрим. Нам нужно, напоминаю, 17, да? Нет, 16 ведер лавы. По сути, просто один стержень и кидаем его вот сюда. Сейчас он идет такой вот длиннющий путь. Оп, налился раз. Потом идет туда. И еще раз наполнился. Потом идет. А я даже это буду без монтажа никакого лучше сделать. Потом он здесь останавливается. По нему механический пресс начинает стучать. Потом он идет дальше. Кстати, у нас лава перестала забиваться. Почему? Ай-яй-яй. Ладно. Он доходит до весовой бум! И все, перекидывается вот сюда, где он еще раз будет проделывать этот круг. Все, и сейчас он просто... И все, делает вот такие вот звуки. Здесь 1 миллибакта воды не хватает, лавы не хватает. Твою налево. И что же, я дома. На это ушло несколько времени, но наконец-то огненный стержень в руках. И теперь мы с полной уверенностью не сможем ничего создать, потому что нам нужно создать песок душ. Для него нам нужен песок и тыкнуть по нему костным блоком. Горелку с полоха. Разумный камин. Новое достижение. Наконец-то. Теперь мы наконец-то можем создать латунь. Я припоминаю, что да. Хорошо, смотри. Для создания латуни нам нужен слиток меди и слиток цинка. Будет получаться 2 латуни. То есть в теории нам можно взять, ну я не знаю, там условно, 16 цинка и 16 меди. И создать полстака цинка. Да, хотя вот 22, чтобы освободить слот, вот. 44 цинковых слитков у нас сейчас в теории получится, но имея в виду то, что для нашей горелки с полоха нужно топливо для того, чтобы у нас эта горелка с полоха выделяла нагрев. Даже сейчас я вам это продемонстрирую. Мы сейчас подходим к нашей чаше с механическим смешивателем, под него ставим горелку с полоха, и вот наш сполох внутри. Далее мы подкидываем к нему уголечек, и как ты можешь заметить, он начал работать, и теперь мы можем просто взять, накинуть сюда цинка и меди, и все, работа пошла. Латунный век близится. Наконец-то, спустя долгое время получилось сделать свои первые слитки латуни. Теперь-то мое развитие пойдет гораздо быстрее. Давай мы сразу же 22 штуки кинем на листы. Готово. Все, хорошо, давай тогда полетели наверх. Сейчас мы что сделаем? Мы сейчас тогда ставим водяные колеса, ой, точнее, дробильные колеса. Я надеюсь, мне мощности, кстати, еще хватит, потому что, учитывая тот факт, что у меня мощности не прям сильно много, а одно лишь колесо тратит по 8, точнее, 8х. То есть он будет тратить, одно колесо будет тратить по почти 300 с копеечкой оборота мощности, около 300-400. Но должно хватить. На вентилятор в корпусе давай ресурсы возьмем. Раз, готово. Все, нам осталось лишь только сейчас взять валы, взять коробки, да и все. Потому что там все подключается по валам. Да, тогда окей, полетели. Спросите вы меня, что я делаю, а я вам отвечу. Как оказалось, для создания автономных активаторов нужны электронные лампы, а для них в ту же очередь нужен кварц, а его можно найти только в Незере. Поэтому я решил обойти этот путь, создав дробильные колеса, дабы передробить золотую руду, и после продув вентилятора я смог получить вторичным выходом немного кварца. Все легко и просто. И кстати, на самом деле мы сюда можем закидывать абсолютно все руды, которые у меня есть. Можем сначала их дробить, а потом переделывать с помощью воздуха, потому что мы будем получать еще вторичный выход, это раз. И во-вторых, мы будем получать опыта гораздо больше с дробильных колес, нежели с печек. Это 2. Что же, мне осталось лишь что сделать? Мне осталось лишь пойти, во-первых, посадить тростник дома. Ну, можно не дома, можно где-то возле озера, я не знаю. Можно хоть вон там, кстати, посадить. Готово. Теперь просто берем.
2 листа, которых у меня осталось. Чикс, и электронные лампы есть. Просто прекрасно. Можно ложиться спать и отдыхать. 50-й день. Половина. Смотри, у нас есть половина, а нам осталось лис. Ну, кстати, подожди. Мы сейчас просто берем андезитовые сплавы, делаем 2 руки. Здесь у нас все есть. То есть, по сути, мы просто берем сейчас 2 корпуса и делаем 2 автономных активатора. Сюда! Это победа! Я смог сделать их! Теперь благодаря этим активаторам я смогу реализовать свой первый бур, который будет добывать ресурсы без моего присутствия. Ну и собрав оставшиеся по мелочи ресурсов, я пошел строить тот самый бур. Я вот такую вот платформу сделал, смотри. Сейчас мы берем, ставим бур, условно вот сюда. Вот как ты можешь заметить, он спокойно ставится. Сейчас мы поставим бур 5 на 5, вот такая махина у нас будет огромная. Далее, что мы делаем? Мы берем, ставим вот сюда блок, потом сюда один блок. Не, подожди. Я забыл, надо гайд смотреть. Надо смотреть гайд, я забыл, как его строить. Все, осталось только лишь это все заклеить. То есть мы берем, сейчас делаем бум и бум. Потом вот это соединяем. Потом соединяем плуг. Потом мы соединяем всю вот эту вот систему. И потом соединяем вот эту систему. И после этого соединяем вот так. Все, видишь, оно все у нас, как ты можешь заметить, скреплено. Ну и все, все, что нам осталось, это лишь сейчас взять несколько блоков. Нам сейчас, смотри, нам сейчас желательно взять, во-первых, рычажочек. Один всего лишь такой непримечательный рычаг. И уголь. Это самое главное. И уголь взять надо. Все. По сути, все абсолютно у нас готово к использованию. По сути, все готово. На улице вечереет. Я думаю, то, что можно сейчас поспать, приготовиться к запуску. Ну и погнали пробовать. Погнали рискнем. Пошли глянем. Пошли посмотрим. Вот такой вот бур. Он у нас готов. Смотри, мы сейчас сюда ставим рычажок. Зажимаем правую кнопку вот здесь. И ставим блокировку вращения. Теперь при нажатии правой кнопкой зависать немножечко. Вот. Движение с целью. Как ты можешь заметить, везде теперь написано то, что это штуковина. Это не просто что-то, это штуковина. Также правой кнопкой, если мы отожмем, можно ее обратно деактивировать, так скажем. Я еще забыл, кстати, двери с лестницей взять. Теперь, если мы нажмем сюда рычажок, все, видишь, лестница тоже считается. Здесь мы со всей этой штуковиной можем взаимодействовать. И сидеть мы в ней также, соответственно, можем. Фу, теперь самое вкусное. Мы просто берем, делаем бум правой кнопкой, и все. Данная вагонеточная штуковина находится у нас прямо в инвентаре. Ох, как я надеюсь, то, что все сейчас нормально заработает. Ой, как я на это сильно надеюсь, я сейчас буду. Ой, вы не представляете. Пошли. Берем ведро, погнали в самый низ. Кстати, у меня же там воды нету. У меня же тут воды нету, у меня же тут все засыпало. Как там песня поется? Кто помнит? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно. Ой, как больно. Очень неприятно. Так, какая это высота? Я могу это проверить с помощью компаса. Это у нас 5-я высота. В целом, относительно нужная высота для нас. Где-то здесь мы можем и начать что-то реализовывать. Смотри, нам сейчас нужно как-то аккуратно раскопать здесь территорию 5 на 5. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, как страшно сейчас будет. Ой, как больно сейчас, наверное, будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, вроде бы, как бы все. Если я не ошибаюсь, вроде бы готово. Потребовалось, конечно, это очень много времени для того, чтобы это все сделать. Мне даже пришлось заново кирку найти. Слабо, вот тут, кстати, алмазы были. Мне очень повезло. И что? Мы просто сейчас берем, ставим рельсы, ставим эту штуковину, и она полностью готова к работе. Только, правда, нужно ее сейчас активировать. Мы сейчас берем и ее сразу же запускаем. Просто берем уголь и начинаем просто запихивать сюда. Оно поехало! Оно едет! Оно едет! Оно поехало! Но недолго мне пришлось радоваться. К сожалению, из-за того, что здесь был установлен мод на обвалы, бур не мог копать сильно много. Ведь случался тот самый обвал. Поэтому, немного подумав, я решился удалить этот мод. Ведь он бы очень сильно мешал бы дальнейшему развитию. У нас сейчас на улице 55-й день, кстати. Это на улице сейчас Орда. Давай сделаем пистолетик и немножко порастреливаем монстров. Хотя, может, не получится.
Потому что у меня зрение очень мутнеет. Но окей, у нас есть чем другим заняться. Мы можем реализовать стол зачарований. И мы сейчас сделаем стол зачарований. Ага. А почему? А, 2 алмаза. Фу! Я придурок. Я забыл его крафт. Все, чародейский стол, отлично. Создав чародейский стол, я покумекал своей головой и понял, что надо двигаться дальше, а именно лететь добывать дерево, ведь с деревом здесь большие проблемы. Но также я реализовал свой новенький пистолет, который мне очень понравился. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотрим. А, ну кстати, подожди, я не помню какую руку... О, кстати, он с ним лагает в руке. А, ну хотя нет, это просто у него анимация такая, он типа ловит его так. Оп, словил. Перезарядочка. По одному патрону всего лишь. Это типа как пистолет снайперка, да? На ком можно... А пошли проверим на ком-то, пошли. Я готов, а вы готовы? Так, я слышу, кто-то уже идет. Во! Хача! Ну, как бы попал, но как бы не сильно. Хача! Ваншотнул. Не, ребята, вы что-то... Не, я пошутил. Подожди, давайте не настолько много. Попробуем сейчас ноускоп дать какой-то красивый. Оп! Ай, хорошо. Пистолет был настоящий имбой, но и про ближний бой забывать тоже не надо. Так как я создал чародейский стол, я решил, что его надо поставить, и этим я как раз и занялся. А, ну хотя я могу прямо вот здесь поставить чародейский стол, просто его по факту обложить книжными полками, и все будет работать как не надо. Правильно я понимаю? Во, будет 30-й? Будет 30-й. Отлично, давай тогда что мы сделаем? Давай тогда мы сейчас сюда еще факелочки влепим. И давай попробуем зачаровать нашу Кирочку. Давай самое такое, пока самое легкое, вот топорик сначала, прочность, пока не сильно, прочность, эффективность 3, ну ладно. И кирка, эффективность 4 и прочность 3. Увы. А если бы, кстати, курточку можно на зимнюю, кстати, подожди, что вообще можно зачаровать? Ну, то, что мне надо, к сожалению, здесь нету, я так предполагаю, потому что она чаруется, ну, типа не чаруется, а она здесь у нас есть, либо можно посмотреть в моде, есть ли тут... есть! Освежающий, чистота, водохранилище, и все. То есть максимум фляжку зачаровать на водохранилище, все. Ладно, давай насчет нашей вагонеточкой штуковинской, так скажем, разберемся. Сейчас смотри, мы спустимся в самый низ. Я просто не знаю, насколько это будет хорошо, и я бы хотел взять ведра и поставить воду во всех тех местах сразу в 2 слоя. Ну и в самый низ надо сейчас спускаться, самое опасное. Спускаясь вниз, я лишь по одному поводу. Поставить бур, дабы он накопал мне очень много ресурсов. И поставив его на большое время, я получил очень много чего интересного. Я снова всех рад приветствовать. 65-й день у нас на дворе. И я наконец-то вернулся домой. С очень большим количеством ресурсов. Вот столько получилось накопать. Я прокопал где-то блоков 500 точно. Или даже больше. 600, наверное, блоков я прокопал. Но я думаю, ты видишь по количеству алмаза, по количеству цинка, по количеству свинца и так далее. Но, правда, к сожалению, получилось очень мало добыть железа. Да, но ресурсов на самом деле получилось добыть много, за исключением железа. Поэтому я придумал, а вернее нашел другой способ, как получить все виды ресурсов. И этот уже способ гораздо лучше, нежели наш бур. Столкнувшись с тем, что у меня были проблемы с некоторыми видами ресурсов, я начал искать какой-то другой способ, и я его нашел. Как мы знаем, булыжник можно получить спокойно с помощью лавы и воды. После этого этот булыжник можно передробить с помощью колес дробления. А уже после этого получившийся гравий мы можем просеять, дабы получить очень полезные ресурсы. И этим как раз таки я и начал заниматься. Ресурсы пошли. Реально ресурсы пошли, смотри. Золото, цинк. Что еще сюда прилетело, я не понял. Лазурит, медь. Вообще прекрасно. Это гениально, Ватсон. Это просто гениально.
Это моя победа. Сам придумал, сам сделал и сам получил удовольствие. Эта система работала просто идеально. Без моего присутствия она будет пассивно приносить большое количество ресурсов, которые буду использовать для еще более крутых механизмов. Вот такая у нас получается структурка, небольшая такая, маленький механизмик. Реализовали. Хорошо. Далее, что нам надо еще? Я же хотел реализовать поезд. Для поезда мне потребуются, конечно, предметы потяжелее гораздо, ведь нам нужен тот же самый булыжник, кстати. Но мы можем сделать еще просто один экструдер, это не беда, который будет вырабатывать нам булыжник, а он будет у нас в ту же очередь переправляться в булыжниковые плиты, вернее в камень, а он будет переделываться как-то в каменные плиты. Ну, либо же я могу просто сам для начала просто дохерище булыжника сделать, просто отправить его в вентилятор, потом просто руками сделать, потому что так будет гораздо быстрее. Что еще нам надо будет? Просто железо и цинк. Все. Потому что механизм это не беда. Здесь тоже в целом не беда. Мы сделаем это, знаешь как? С помощью как раз таки тех рук, которые у меня достались с того места, с той структуры. А не пора ли нам, во-первых, пойти животных притащить? А то что это я? Уже какой день пошел? Я до сих пор куриц не привел. Хотя обещал уже давным-давно. Ну ладно, хорошо, у меня конь здесь стоит, которым я так и не пользуюсь, кстати. Я надеюсь, вы еще не забыли, как я давно говорил, что отложил эту идею с животными на очень долго. Так вот, я наконец-то об этом вспомнил и принял решение как раз ними заняться, а то давным-давно пора бы. Коровка жалко, что одна, кстати, вот это плохо. Я могу одну коровку к себе домой перевести, со всем остальным я не знаю, есть ли мне смысл как-то париться. Поднимись! Давай. Вот, пошли. Вот сразу видно, наша неприступная крепость. Вот я сразу же видно. Так, тут аккуратно рыхлый снег. Аккуратно пройди. Молодец. Пошли. Вот, смотри, скотина у нас наконец-то будет. Хотя бы какая-то. Мы еще сейчас куриц разведем. Вообще будет красота. Да, ну давай вот здесь у нас будут коровки. Пока что одна, конечно. Но ничего, скоро и компанию сделаем. Попробуем сделать курятин. Я не знаю, можно ли здесь так сделать, но в надежде на то, что можно. Да, можно, все. Смотри! Хе-хе, смотри какой! Смотри какой! Фу, с 10 яиц получилось. Еба. Будет расти 20 минут. Ну, кстати, нифига себе, 20 минут будет расти курица. Опа! Я свой этот самый автомат закинул внутрь! Твою мать! Я свой автомат сюда закинул! Подожди, не автомат, пистолет. Снайперку, как это правильно назвать? Йоу. Честно, выглядит так, будто я это сделал нарочно. Но нет. В этот момент я занимался другими делами и случайно нажал не ту кнопку, из-за чего выкинул свой пистолет и снайперку в хранилище руд. Но ничего, как раз хотел заняться сортировкой руды. Вот и повод появился. И, кстати, мы можем даже попробовать, знаешь, что сделать? Мы сейчас можем попробовать еще одну кирку сделать. Можем сразу же 2 кирки зачаровать. Понял? Если я выбью сейчас удачу 3, прочность там, не знаю, прочность 3 и удача. Вот, эффективность, например, выбью. А вот эту кирку сейчас мы попробуем выбить. Вот, удача 2. Плохое зачарование. Надо удачу 3. Удача 2, ты прикалываешься? Мне надо... Удача 3, вот. Но, правда, эффективность 4. Надо теперь как-то на... Ах ты дурак! Ну ты какашкин вообще полный. Смотри, удача... Ну ладно, окей. Мы сейчас в любом случае ее соединим. У нас есть теперь удача 3, эффективность 4. Отлично. Прочность ничего страшного, у нас все равно алмазы бесконечные, поэтому если что, починим. Теперь, что мы делаем сейчас? Мы сейчас должны сделать кое-что тоже одно интересное, потому что нам нужно сделать лифт. Лифт самый низ для нашей фермы. Хотя, а с другой стороны, зачем? Мы сейчас можем подготовиться к ферме дерева, потому что нам тоже ее нужно желательно сделать. Она делается гипер просто, за исключением того, что нам нужны установщики. Нет, не установщики. Нам нужны... Возможно, они здесь даже есть у меня. Автономный актуатор. Вот что нам надо. Нам нужно его много, желательно. Потому что нам нужно будет и вот эти механические пилы делать. То есть нам нужно прям много. Раз уже делал ферму руды, то почему бы не сделать ферму дереву, подумал я. И как раз принялся за это дело, ведь с деревом у меня всегда были проблемы. Ну и пошли делать, да, берем просто клей, и сейчас нужно придумать просто место, где это все будет происходить. Блин, ну кстати, у нас будет одна маленькая проблема.
связано с тем, что это нужно будет закрывать всю платформу. Просто смотри, из-за того, что в скором времени, возможно, начнется буря, у нас земля будет превращаться в заснеженную землю, и на ней не стоят саженцы. То есть, если я условно вот здесь организую эту ферму дерева, нам ее нужно будет реализовать так, чтобы она все время была закрыта. То есть, нужно будет сверху делать крышу. Ну, это ладно, окей. Далее, смотри, мы сейчас берем... Я даже забыл уже, как это делается, кстати. Вот здесь у нас будет стоять 10 механических пил, которые у нас будут добывать дерево. Вот такая у нас будет область. Мы их, понятное дело, сейчас соединяем. И далее вот здесь у нас будет стоять наши установщики. У нас сейчас будет... Ой, орда сейчас будет. Ой-ой-ой, мне это не надо. Это не вовремя, но... это не вовремя. Это очень не вовремя. Да, орда появилась. С какой стороны вопрос? Что-то у меня есть подозрение. Да, вон оттуда они идут. Ема их уже. Так, сразу... Типа с динамитом надо убрать. Так, здесь, ладно, хорошо. Абсолютно все равно. Ай, сидите там, короче. Я пошел своими делами заниматься. Тогда сейчас на повестке дня у нас будет стоять лифт в шахту. Нам нужна лифтовая лебедка. Вот такая. Для нее много ума не надо. Но перед этим нужно выкопать шахту эту 3 на 3 для того, чтобы реализовать данный спуск. Я, правда, не знаю, где его реализовать. Желательно подальше, потому что это для вход закрою. Вот здесь у нас будет стоять наша шахта, да? Помимо всего, нам для того, чтобы создать данную лифтовую лебедку, нам еще нужно создать кое-что еще. Вот эти блоки нам нужны. Редстоуновые контакты. Вот. Редстоуновый контакт нам нужен. Делается, кстати, он довольно просто. Сразу же делается по 2. Отлично. Как спускаться быстрее всего в шахту, если не с помощью лифтов, верно? Вот и я так подумал и начал делать лифт в свою новую шахту, дабы пользоваться ей было еще удобнее. Все, мы в теории готовы полностью к реализации нашего лифта. Так скажем. Теперь нам нужно... Ну, можем даже сюда факел поставить, кстати, один. Ну, правда, он здесь не поможет, но ладно. Ну и все, мы можем теперь копаться еще и на самый низ, до самой нулевой высоты. Даже это можно сейчас проверить. Но я его никак не вызову, правда. Да, будет -1. Можно вот даже написать. Нулевая высота. Вот. Нажимаем ОК. Все. Теперь, если мы поднимемся сейчас наверх, мы можем спокойно убирать отсюда данные вот лестницы. Все. И теперь, когда мы заходим сюда, мы его собираем. Ну, пожалуйста. И как ты можешь заметить, здесь появилось 0. Мы теперь нажимаем. Оп, нулевая высота. Правой кнопкой нажимаем, и все. Мы спускаемся. Но только понятное дело, то, что это пока очень медленно. Надо желательно реализовать немножко побыстрее это все, но надо для этого сделать ускорение, ускорить эту всю систему. Ну ладно. Сейчас наша цель это ферма дерева, поэтому сейчас как раз мы ее и пойдем делать, потому что ради нее я и добывал много ресурсов. Пошли. Я думаю, то, что все уже умерли, да, надеюсь, да. И сейчас, значит, что? Мы сейчас делаем каким образом? Во-первых, нам нужно сейчас очень много земли взять. Вот эту всю структуру мы сейчас... Во-первых, нам нужно сюда поставить портативный данный вот складской интерфейс. Далее через блок. Через блок мы ставим еще один такой складской интерфейс. А сюда мы ставим сундуки. Ну, да, вроде бы так оно будет работать. Если нет, то через шлюзы будем делать. Далее нам это все просто нужно склеить. Все, у нас абсолютно все склеилось. Теперь нам нужно ли запустить воду. Так как нам нужно вращение в часовую стрелку, значит нам нужно сделать так, чтобы у нас вода текла по часовой стрелке именно. У меня, кстати, воды нету с собой. Вот это я приколист. И оп. Все, вот, как ты можешь заметить, она пошла. То есть по всему вот этому радиусу, по которому она идет, она будет выращивать деревья. То есть теперь надо хотя бы примерно угадать с тем, как она будет вращение делать. И заменяя все на это зелень. Потому что, видишь, оно здесь... Вот я нажимаю правой кнопкой, оно здесь не ставится. Увы. О, тихо. Видишь, как оно бьется, кстати. Это тоже имей в виду. Да, но мы можем просто взять и остановить эту всю махину, чтобы она не вращалась. Вот, такой вот круг у нас получился. Теперь нам осталось лишь сделать хранилище, кстати, еще и для нашей всей системы, потому что у нас тоже для него нужно хранилище. Вроде бы нам осталось лишь просто расставить сюда сейчас сундуки, обязательно это все склеить, конечно же. Вот.
и сделать фильтры для наших установщиков на тропическое дерево. Мы сюда запихиваем в сундучок это все, заливаем водой и все. Оно автоматом все ставит. Можно это все закрывать. И через некоторое время это дерево вырастет, оно его добудет и сделает очень много чего интересного. Только теперь самый главный нюанс в том, что это все желательно, ну, помимо того, то, что осветить, а еще как-то закрыть. Но только я не знаю как. Это придется где-то вот прям сверху делать огромную платформу для того, чтобы оно не начиналось, не замораживалось. Ферма дерева готова. Насчет тропических деревьев я позже передумал их высаживать, так как было невыгодно, поэтому позже я поменял на дубовые саженцы. Также насчет потолка я успешно забыл и так и не вспоминал про него больше. Знаешь, смотри, да, насчет как раз таки железной дороги в целом... Ой, смотрите, сколько здесь дерева уже. Много уже, кстати, да. А насчет железной дороги, да, во-первых, нужно будет придумать, куда ее девать, куда ее вести, да, так скажем. Потому что я ее не знаю, куда вести. Пора делать железную дорогу. Правда, как я сказал ранее, я не знал, куда ее вести. Но это пока что. В будущем точно найдется место, куда она будет направлена. Но сейчас нужно сделать железнодорожные пути. Что нам надо для того, чтобы все настроить правильно? Смотри, у нас одно депо будет стоять вот здесь. Подожди, нам депо же не надо, по сути, даже своей. Не, нам депо надо. Смотри, нам депо надо для того, чтобы как-то передавать ресурсы вот сюда, а именно цинк или железо для, вот видишь, для первого-второго шага. Значит, здесь, скорее всего, мы можем просто поставить сундуки, условно, вот в таком порядке, да, то, что он латунный шлюз будет выдавать, а здесь будет принимать. Но один у нас будет сундучок стоять, условно, вот здесь, который как раз будет выводить те или иные ресурсы на депо, откуда наши руки уже будут передавать их туда. То есть один вот здесь. Подожди, смотри, как настроить. Правой кнопкой нажимаем, он берет предметы из депо. Shift правой кнопкой. Подожди. Все правильно, вот. Просто правой кнопкой нажимаем по депо. И правой кнопкой так же само настраиваем. Сначала будет брать, потом еще раз нажимаем, складывать предметы. И ставим. Все. Подожди, может его можно сразу же на 2 настроить? Его сразу же на 2 можно настроить. На, держи, вот 2 выхода. Давай так же самое и здесь будет 2 выхода стоять, чтобы побыстрее просто все работало. Во, отлично. Далее самое страшное и самое интересное. Это все нужно как-то подрубить. Как это сделать? Ну, у меня уже есть идея кое-какая. Я же могу вот так это все соединить. Во! И все, смотри, в правильную сторону пошло. Вот так можно это все соединить. Вот, все. Но еще одна коробка осталась, так скажем, на халяву. Все, по факту, все готово. Да, абсолютно все готово. Мы сейчас можем спокойно брать либо цинк, либо что-то другое. И самое главное перед этим нам нужно сейчас будет взять и оплавить очень много камня. Мы сейчас, смотри, ставим сюда быстренько, вот сюда. Дальше сюда закидываем кучу цинковых. Золотые руки, спасибо. Далее мы сейчас быстренько реализовываем. Уже все. Уже пошла жара. Сейчас быстренько, может, успею. Быстро. Сюда закинуть куча. Вот, все, пошло. Мне осталось лишь уйти отсюда. Все. Вроде бы все заработало. Вроде бы все должно заработать. Я надеюсь, я везде все двери позакрывал. Вроде должен, да. Расстреляли мы всех. Отлично. Что же, насчет нашей всей системы. Она не работает! Она все это время не работала. А что случилось? А что такое? Что случилось-то? Не законченный, Потому что сюда не запихиваются, что ли? Я все потратил? Они все уже или это уже создали... это уже создались все. Это я просто уже все потратил. Ни хрена себе. Тогда я сейчас еще поднакину цинка. Без проблем. Оп. И у нас, вот, смотри, сколько уже получилось. Больше 5... почти 5 стаков. И что же, погнали делать наш первый поезд. Да, я думаю, что он будет стоять у нас где-то вот здесь. Мы сейчас сделаем депо для него. Можно соединить. Вот здесь уже нельзя. Во! Первый поезд, друзья! Давай он где-то будет у нас. Вот, идти вот сюда. Я не знаю, правда, насколько он крутым будет. Вот, смотри. Блин, здесь, правда, придется как-то такой поворот реализовать.
Вот я здесь только могу. А, нормально, дерево мы объехали, порядок. О, смотри, красота. Все, теперь мы можем спокойно возвращаться к себе домой и попытаться сделать свой первый, самый новозной, самый первый, самый нулевой поезд. Но для этого надо нам сейчас будет немножко постараться, ведь для этого нам нужно будет сейчас довольно много всяких вещей. Я не знаю, есть ли они у меня. Значит, нам нужно что? Во-первых, машинные корпуса. Это у нас, слава богу, есть. И все, на этом мы закончили, да? Значит, нам нужно сейчас, смотри, берем поезд. И вот, нам нужен контроллер поезда. А для этого нужен механизм точности. Нет. Механизм точности. Самая главная проблема, которая встречалась на моем пути. Ведь для его создания мало того, что нужно большое количество ресурсов, так еще не со 100% шансом может получиться, а всего лишь с 80%. Но для меня это не преграда. Я сразу же приступил к созданию механизма для его создания. Но это еще не главная проблема, которая меня ждала. Давай пробовать. Что нам надо? Нам нужно для создания точности механизма, нам нужно первый шаг шестерня, второй большая шестерня и кусочек железа. Значит, нам нужно как минимум 10, да? 10 шестерней. Это штук 20 нам нужно, значит, создать. 20 вот таких. И 10 больших. Все. И 10 нам нужно взять кусочков железа. Сейчас мы бросаем всего лишь один лист. Да, вот сюда бульк. Все, он пошел. Раз, два, три. И уоп. Потом раз, два, три. И уоп. Потом раз, два, три. И еще раз уоп. Потом опять-таки раз, два, три. И уоп. И по сути это последний шаг, если я правильно понимаю. Здесь будет сейчас получаться, да, механизм точности. Теперь мы можем даже взять обычную бочку, которая у меня есть. Мы сейчас подходим вот сюда, ставим сюда досточку и кладем сюда бочку. И сюда латунный шлюз. Вот. С механизмом точности. Все. Оно сюда будет выдавать механизм точности, только вовнутрь. Вот. Теперь, если мы сейчас запустим еще один такой крафт, ведь нам нужно его реализовать. На, держи. Все, как ты можешь заметить, пошел крафт. Мы сейчас как раз проверим. Видишь, оно внутрь не запихивается, потому что механизм точности еще не закончился. Ну, вернее, не закончил делаться. И у нас получился андезитовый сплав. Неудача, к сожалению. Ну ладно. Да, там вроде бы 10% шанс, что не получится. А 20% даже шанс, кстати, что мусор получится. Это прям плохо на самом деле так-то. Ладно. Контроллер поезда, латунный шлюз. Ой, точнее, железнодорожный корпус и рычажок. Рычажок есть, слава богу. Ба-бам. Есть. Нам бы желательно как-то их сделать. Ну это латунный корпус и прочный лист на него. А прочный лист это... Ух, ема. А откуда ты такой тяжелый взялся? Охренеть. Вот это у тебя крафтик, конечно. Не, ну будем тогда довольствоваться одним железным корпусом. Точнее, железнодорожным. И поехали. Да, у нас по сути своей полностью все готово. Правда, у нас поезд будет составляться... подожди, у нас же еще надо сделать станции. Я, правда, не помню, как они называются. Станция. Вот. Железнодорожная станция. Бляха, здесь тоже корпус нужен. Ты просто не представляешь, как мне впадло будет сейчас сделать еще эти автокрафты, честное слово. Давай попробуем. Не хочет. Печаль, неудача пришла ко мне не глядя. Да, к сожалению, количества найденных ЖД-корпусов мне не хватало, и я задумался, стоит ли мне тратить кучу времени на создание его создания, механизма имеется в виду, либо же есть второй вариант, его найти. И как вы думаете, какой вариант я выбрал? Правильно, именно этот. Да, мы можем отправиться в маленькое путешествие, так чисто, знаешь, за поисками корпусов. Я не знаю, правда, насколько это будет хорошая идея, но вроде бы как структуры с этими корпусами спавнятся довольно часто, если меня не пришибает память. Поэтому я вам сейчас предлагаю сделать лодочку, дальше лечь поспать. Еда есть, вода есть, все есть. 83-й день всего лишь будет, поэтому не страшно. И просто отправиться сейчас туда, где я еще не был. А не был я вон в той стороне, это 100%. Вон в той стороне и не был, там где плавать в океане. Потому что там у меня океан, я туда не срывался. Поэтому в ту сторону как раз мы сейчас и поплывем.
И да, я все-таки принял второй вариант. Зачем его создавать, если я могу его просто найти? Поэтому я ринулся на поиски структуры, где как раз таки эти корпуса. А я и тут такая вся в Дольче Габбана. Опа, опа-на, опа-на. Я нашел, друзья! Да, это оно? Да, это оно! Опа, тут походу охрана у нас уже есть. Тут походу прям сильная охрана. Так, это надо ее дисквалифицировать. Отлично. Но ребеночка мы трогать не будем, правильно, чем мы? Потому что животеры. Я нашел, смотри. Здесь у нас очень много рельс. Но я думаю, рельсы брать не буду, потому что они и так у меня делаются в целом на автоматической основе. А вот эти штучки я бы позабирал точно, потому что они мне очень полезны. А самое главное, вот это я бы забрал, потому что это одна из самых главных вещей, ради чего я сюда и пришел как раз. О, кстати, тут еще и поршни есть, андезитовые всякие приколы. Полезно. Спустя не сильно много времени у меня все же получилось найти эту структуру, и я полной радости отправился домой запускать свой первый поезд. Что же, первый корпус. Да, как ты можешь заметить, теперь мы по всей этой длине можем ставить корпуса. Я думаю, то, что мы как раз расположим все абсолютно корпуса, которые у нас есть. Да, вот, то есть мы поставим 3, один на всякий случай мы оставим, потому что дальше мы, увы, их поставить не можем. Поэтому будет у нас пока что 3. Далее, смотри, что мы сделаем. Мы сейчас берем... Сделаем просто здесь маленькую такую вот платформочку. Здесь мы сейчас так же самое сделаем. Да, но склеивается. То есть все-таки, да-да-да, оно склеивается. Значит, все-таки я прав. Значит, нужно заново это все приклеить. Во. Ну и давай. И бум. Ай-яй-яй. Красавчик, безымянный поезд. Давай напишем первый. Вот, назовем его. Все, теперь это первый. Станция назовем дом. Ну и все. Теперь можно спокойно садиться под управлением первый. Фу, ну что же? Почему? Не, нормально все. Поехали? Ребята, я еду! Ребята, я поехал! Ой, здесь будет опасно. Не, нормально, все, порядок. Поезд достиг конца путей. Да, потому что здесь у нас, как ты можешь заметить, пути немножечко оборвались из-за того, что у нас здесь, вот, видишь, какая ситуация. Но сам факт, то, что он работает, он реально рабочий, все, можно вот спокойно назад отправиться. Вот, ну, конечно, назад он будет ехать долго, то есть нам нужно будет поставить и с той стороны контроллер поезда, для того, чтобы он мог в ту сторону тоже быстро ехать, потому что, видишь, он сейчас едет довольно долго. Либо можно просто сделать как-то кольцо вокруг дома, для того, чтобы отправляться уже с кольца дома. Блин, смотри, сколько здесь ресурсов валяется. Первый поезд! Первый поезд! Да, это победа. Наконец-то спустя столько времени у меня получилось его реализовать. Правда, не без трудностей, но куда без них. Пока, конечно, я не знаю, куда мне его направлять, но я думаю, в будущем у нас будут места, куда он будет ездить. На радостях после постройки поезда я понял, что вот оно, эра полной автоматизации близится, и я решил строить большие планы, а именно реализация схематической пушки, схематических схем, дабы реализовывать фермы и механизмы гораздо более высокого уровня. Теперь, что же я хочу сделать? Я хотел бы реализовать автоферму, но руками это делать как-то впадлу, да? И благодаря данной схематике, да, давайте сейчас я вот поставлю условно вот здесь где-то сейчас столик, где бы его так втулить, интересно, где бы его втулить? А давай на втором этаже мы его поставим куда-то вот сюда. Вот, как ты можешь заметить, у нас есть папка специальная со схематиками, и если мы туда закинем абсолютно любую схематику, мы сможем закинуть ее вот сюда и нажать на ОК. Вот, как ты можешь заметить. Также нам бы желательно сделать еще вот такой планшет один. Данный планшет нам нужен для того, чтобы ресурсы, которые будут получаться, выводились в данный как раз планшет. И мы сможем так гораздо легче, гораздо проще понимать, что нам нужно. Все, отлично, потому что, видишь, вот если поставить схематопушку, вот, как ты можешь заметить, здесь, да, очень страшно все выглядит, но не переживаем. Смотри, здесь у нас порох. Закидывается, чтобы топливо было для пушки. Дальше сюда закидывается данная схематика. А сюда закидывается планшет или книга, чтобы создать список материалов для данной схемы. Все, здесь можно запустить, напаузить или отменить. Больше ничего. То есть, все, здесь можно, правда, поменять всякие фильтры. Ну и все. Да, больше здесь ума не надо. Осталось лишь только найти какую-то интересную схему с фермой. И ай-яй-яй-яй, туман, дым. Туман, дым.
И все. Давай насчет насчет нашей штучки, насчет нашего калаша. Давай мы его сделаем. Я давным-давно уже хочу, а все время руки не доходят. Давай сделаем. А ну, пишем сейчас сюда вот винтовка и ищем здесь. Так, где-то он должен быть. Вот, АКМ. Создать. О, ля, какой мощный. Только ему осталось ждать патроны 7,62. Вот эти вот. Они делаются. Кстати, по такой же схеме здесь нам нужен тоже кусочек латуни. Ага, я понял. Все, я понял. Короче, все абсолютно вещи делаются с помощью данных кусочков латуни. Я тебя понял, я тебя осознал. Вопрос только делается с партией. 5 штук, да? Все, оно пошло делаться. Отлично. Можно сейчас даже остальные все кусочки латуни подзакинуть. Давай ляжем спать, потому что мы уже можем спать. Ой, доброе. О, нет. О, нет, ты серьезно? Да ну куда? Не, ну ладно, я много чего обезопасил. Вот это жесть. Вот это прям вообще не вовремя. 80... Какой день? 86-й день. Да, вон, смотри, весь снег уже на моей вертушечке появился. Вот это неожиданно, прям вообще. Ладно. Не, но мы и без этого сможем спокойно это все сделать. В целом это не беда. У нас во всяком случае ничего не заржавеет, так скажем, да, ничего не остановится, потому что я везде все сделал так, чтобы оно все время работало. Да, то есть если у нас остановятся по какой-то причине все механизмы, это мы точно будем знать, что что-то случилось либо с колесами, либо с ветряной мельницей. Но пока, как ты можешь заметить, у нас 3000 до сих пор как было, так и есть, значит все, пока в порядке. Так, у нас здесь абсолютно все готово. Давайте 4 кусочка тоже уже добьем. Что они здесь у нас будут стоять, правильно? Все, друже, ты у нас идешь пока в отставку, потому что здесь идет оружие поприятнее. И главное, чтобы зомбики где-то были. Вот. Но смотри, кстати, на самом деле нет. На самом деле мне этот пистолет нужен, потому что вот условно от вот таких вот лучников, падла. Вот для таких вот одиночных можно использовать. Вот, смотри, вот у нас есть лучник. Ах! Хорошо. Ай-яй-яй. Вот для таких типа паучков, типа таких вот мизерных абсолютно кентов можно использовать винтовочку свою. Да, но я думаю, так будем поступать. То есть, если будет какая-то прям жопа ситуация, то мы будем использовать как раз только это. Если же все в порядке, то будем использовать пистолет. Что же? Сейчас тогда... Ну, в любом случае, мы можем реализовать ферму, потому что это не беда. То есть, мне сейчас нужно будет поискать, и все. И, кстати, еще нужно будет сейчас с едой разобраться, потому... Тихо, 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 тихо. Вот это сейчас было опасно. Знаешь что, я сейчас тогда поищу какую-то схему и вернусь. Схему у меня получилось найти, но пока я выбрал схему по созданию андезита, ведь он нужен для создания всех остальных ферм. Поэтому я отправился на сбор ресурсов для создания как раз таки этой фермы. Нам по сути что сейчас надо? Нам просто сейчас нужно поставить все предметы здесь, запихиваем сюда порох и запустить. Все, она пошла ломать, она пошла строить, но видишь, она сейчас тут ломает. Но надо здесь сейчас немножко дерева поубирать. Ой, я еще промазал, о, дурак. Ой, не, я пошел, я тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй. Неприятно, больно было сейчас, очень неприятно прям. Смотри, кстати, как наша ферма, видишь, снег, как он уже накапал, да? И как наша ферма справляется, то что она не засыпается снегом. И смотри, кстати, оно вполне себе хорошо работает. Видно то, что блоки летят. Я думаю, то, что пороха хватит. Там вроде порох у нас... Да, у нас один порох. Вот, да, с порохом в запасе 20 тысяч выстрелов. То есть, ну, я думаю, то, что этого количества вполне себе должно хватить. И, кстати, я бы хотел... Раз уж пошла на то заварушка, я бы хотел сейчас, знаешь, что сделать? Во-первых, узнать, как лов... А, ну, легко делается. Я бы хотел опыт взять. У нас опыта... И смотри, у нас 48 уровень. Мы сейчас можем кирочку попробовать. Еще одну сделать. И попробовать еще раз чернуть. Че, прочность 3. Вот прочность 3 мне не нужна. Эффективность 4. А, вообще идеально, кстати.
то, что мне надо как раз. Будет эффективность 5, прочность 3 и удача еще будет. Что еще могу зачаровать? Броню, кстати, я бы зачаровал. Но я бы ее новую бы сделал на самом деле. Значит, мы сейчас главное зачаруем наш... Ага, зимняя туника у нас на... Ага, прочность, защита. Ай, хорошо. Здесь у нас прочность. Прочность, давай, защита. Ай, прекрасно. Штаны. Защита 3, прочность. Прекрасно. Здесь защита 3 и все. Прочность, увы, не дана. Но зато защита на минуточку. Дальше, что еще можно зачаровать? Я бы зачаровал ломбы. Но сделав его новым, он будет гораздо больше сейчас наносить. Небесная кара. Да, вот, кстати, небесная кара как раз нам больше и нужна, потому что мы же зомби только бьем, по сути. Больше никого, поэтому вот как раз небесная кара нам и нужна. Дальше мы просто берем, соединяем сейчас вот эти две кирочки. 18 уровень, много. 14, порядок. Эффективность 5, прочность 3 и удача 3. Ой-ой-ой-ой-ой, причем она еще полностью полная, целая. Прекрасно. И чё у нас там наша ферма? О, кстати, по всей видимости... она еще достраивается, видишь? Она еще достраивается, она еще пока в процессе постройки. Мы уже, наверное, спокойно можем сюда вовнутрь зайти и глянуть, что здесь у нас. Снежный камень уже замораживается. Где вход? Вот вход. Да, здесь в скором времени появится... Вот, смотри, видишь, механизмы всякие еще докатываются. Теперь вопрос... Откуда здесь у нас идет питание? И как оно вообще здесь реализовывается? Вот это самый главный вопрос. Смотри. Вращение. Еще нужно цепь передать вон сюда, по этим двум цепным конвейерам. То есть нужно будет сюда привязать. И скорее всего вот сюда нужно придавать вращение. Потому что, видишь, вот здесь скорее всего идет уже отсюда все абсолютно остальное вращение, наверное. То есть их нужно между собой соединять. А далее я ничего не вижу. Смотри, вот здесь у нас должна быть вода. Вот прям вот здесь. Далее, вот здесь должна быть вода. Почему-то, кстати. Да, реально, вот здесь должна быть вода. Интересно. Но с этим надо разобраться тогда надо будет. Потому что сейчас я пока не пойму. Зато смотри, сколько у нас... у нас фильтры, кстати, здесь все стоят, остались. Корпуса у нас здесь все остались. Ну что, ты точно закончила всю постройку? Ферма построена. Осталось лишь разобраться с подключением вращения. И спустя небольшое количество времени я все-таки нашел место, куда нужно подключать вращение, чтобы эта ферма заработала. Но тут кое-что произошло. О нет! Нет! Ты мразь! Нет! Я понял, я эту войну не выиграю, все. Я эту войну, к сожалению, не выиграю. Здесь уже целые блоки появились. Я эту войну не выиграю никак. Механизмы отчасти он... Нет, не надо. Механизмы у нас отчасти поломаны. Ну, по крайней мере, тот амбар точно. Часть механизмов даже уничтожена. И все. Мы остались буквально с ничем. Вот что ты хочешь? Нет! Ты скотина! Да, моя база, моя ферма были взорваны этими зомби. Я рассчитывал на то, что я успею убить этого зомби, но, к сожалению, не рассчитал. Здесь я успешно погрузился в отчаяние и принял решение тут и остановиться. Друзья, я не знаю, что сказать. Это... Я не знаю, на что сейчас способны зомби уже. У нас сейчас начнется 95-й день. И вы на этом, к сожалению, и конец. Да, друзья, к сожалению, это конец. Ну и что же, вот такое замечательное, страшное и интересное выдалось мое приключение. Я думаю, то, что сделал все возможное, что мог зайти 100 дней. Сборка выдалась очень интересная, хоть и в первую половину часто доделывалась, но сроки горели, поэтому я, несмотря на это, все же продолжал записывать видео.
Атмосфера в этой сборке это просто нечто, реально. Постоянный страх, постоянная нехватка буквально всего, постоянная опасность от зомби. Ведь не забываем, это прохождение я делал в хардкоре. И мне очень понравилось то, что получилось в итоге. И надеюсь, вам, зрителям, тоже было интересно наблюдать за этим полуторачасовым приключением. Будет ли продолжение под этой сборки, все зависит от вас. Если под этим видео наберется больше 100 лайков, я обязательно начну снимать продолжение. Сейчас данная сборка будет до конца допиливаться, все штрихи доделываться, чтобы я и вы в том числе смогли насладиться данной сборкой. Да, данная сборка будет в общем доступе. Для нее делается специальный сайт, где вы сможете ознакомиться с данной сборкой и что она себя представляет. Это моя первая сборка, где я максимально погрузился в ее реализацию, чтобы выдать максимально качественный продукт. И надеюсь, у меня это получилось. Понять я это смогу по вашей поддержке. Обязательно пишите комментарии, как вам данное приключение, какие косяки, какие недочеты, что поменять и так далее. Ведь благодаря этому мы становимся более мудрее и умнее, дабы в следующий раз сделать еще лучше. Обязательно подписывайтесь на канал и также про телеграм-канал не забывайте. Там часто выходят всякие разные новости о канале, видео, да и не только о канале. И также обязательно ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Ну и на этом все. С вами был Эфир, сборочка Ледяной Апокалипсис. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. До скорой встречи, друзья. И еще услышимся. Пока!